Следующий уровень 1.6. В загрузочном экране мы зажимаем кнопку Quick Save. Грузимся. Желательно здесь вот включить 30 FPS или 20, потому что на сотке Макс может застрять вот на тех перилах, на которых мы прыгнули. Соскальзываем с перил и падаем вниз. Урона не проходит, потому что мы в катсцене находимся. И мы делаем на 20 FPS суперджамп, стараемся сделать его до окончания катсцены. Ну, не получилось. Давайте попробую еще раз, из-за того, что болтал. Вот, получилось. Дальше, насколько мне известно, быстрее всего соскальзывать вот с таких высоких заборов на боковом стрейфе на сотке где-то FPS. Дальше, вот войдя в дверь, здесь где-то в этом месте активируется триггер на появление вот этих вот врагов. Появление вот этого первого врага в кожанке, оно рандомное. Я до сих пор не знаю, с чем это связано. То есть он может, вы выходите, вот выглядываете из-за угла, он может находиться в разные позиции. Он может долго выходить, а может быть так, что вы выходите, а он уже вот здесь вот. Если он выходит, то есть, заранее, вы его сразу почти видите, то это хороший рандом. Если он долго не выходит, то это рандом похуже. Сложнее будет пройти эту перестрелку, потому что у нас здесь нет ни ДМВ, ни даджролл ключа. Значит, есть, ну, наверное, два основных способа прохождения этой перестрелки. Это мы убиваем его с дробовика, убиваем вот этого с дробовика. И дальше можно, ну, заднего можно проигнорировать с диглом. И вот этот вот триггер, сейчас я, наверное, все-таки его убью, чтобы показать вам триггер. Вот смотрите, здесь есть еще два врага, они стоят АФК, потому что я скипнул триггер активации их искусственного интеллекта. Давайте я покажу. То есть вот этот вот триггер, его можно обойти, пройдя по стеночке, перепрыгнув стол и вот здесь вот со стола соскользнув. В этом случае они не будут нам мешать. Вот. Ну, может быть, это там на какую-то долю секунды помедленнее, чем если пройти просто напрямую, но зато вам эти враги будут мешать в этом случае. Вот я их активировал, и они сразу начали спускаться. Так, давайте я сейчас триггер офну. Второй способ прохождения, наверное, побыстрее чуть. Это если мы берем Ингам. Ну, видите, рискованно, потому что враг с дробовиком — это мега гандон, он, короче, ваншотает. Нужно вот так вот префайром его убивать. То есть убиваем сначала первого в коричневой кожанке, второго как бы немножко игнорируем и префайром херачим вот по врагу с дробовиком, который самый опасный из них. Это, наверное, вот побыстрее чуть способ, но вам приходится тратить здесь немножко патронов на инком. Но, в принципе, их должно хватать. Дальше. Ну, мы либо идем на пролом, убиваем врагов, либо проходим по стеночке. Дальше есть несколько вариантов. Мы вообще должны запрыгнуть вон туда. По-моему, самый быстрый вариант — это если мы встаем где-то вот на третью или четвертую ступеньку, и вот отсюда мы прыгаем наверх. Ну, очень тяжело. Вот этот прыжок, он довольно тяжелый. Вот. Но сейчас получилось. Второй вариант чуть попроще. Мы прыгаем вот сюда, встаем лицом вот сюда и делаем прыжок, и в прыжке разворачиваемся на 180 градусов. Вот так вот делаем. Это, ну, тоже довольно быстро. Вот. Можно, наверное, и вот отсюда запрыгнуть, но здесь, видите, не, ну, как можно сказать, видите, здесь невидимая коллизия, короче, которая будет вам мешать запрыгнуть именно вот таким способом, который я показал. Самый медленный, но самый простой способ — это если мы обычным прыжком прыгаем вот сюда и уже с этой разрушенной лестницы делаем суперджамп. Это вообще легкотня, но чуть помедленнее. Дальше, значит, нам нужно сделать серию суперджампов из окна в окно, чтобы попасть на верхний этаж. То есть нам нужно сделать один и второй суперджамп. Для этого мы встаем вот сюда, на краешек окна. Если вы будете делать это вот отсюда, ну, с середины подоконника, то у вас, скорее всего, не будет получаться, вам не будет хватать высоты, потому что Макс в прыжке будет биться головой, ну, ему не хватит высоты, короче. Поэтому убедитесь, что вы встали именно на краешек. Делаем один суперджамп и делаем второй суперджамп. Дальше.
Я переключаюсь на 100 FPS и беру в руки гранату. Ну, можно там либо молотов взять, либо трубу, что вам удобно. Короче, оружие, с которым можно кувыркаться с зажатой кнопкой Shoot Dodge. Давайте я даже сделаю хардсейв здесь. Собственно, почему мы обязаны деактивировать Deadman Walking Glitch? Казалось бы, можно было бы, наверное, всю игру с ним пройти, но нет. Если мы доходим вот до этой точки, видите, у нас здесь Винни не появляется, потому что мы еще по сюжету до него не дошли. И у нас вот эта касцена софтлокается. Поэтому мы обязательно должны деактивировать Deadman Walking Glitch на одном из предыдущих уровней. И, войдя в эту дверь, мы должны зажать Quick Save. Итак, входим в эту дверь и зажимаем Quick Save. Грузимся, и дальше нужно сделать контринтуитивное действие. Мы должны встать определенным образом возле этой двери. Давайте я вот даже покажу большой ориентир. Вот смотрите, блин, ну здесь немножко темно, но я надеюсь, все равно будет видно. Вот здесь середина вот этой вот двери. Здесь, видите, такой небольшая точка на двери. Мы должны встать примерно напротив нее. То есть вот примерно как я сейчас стою. Для того, чтобы второй Макс нам не заблочил путь. Ну, он все равно может заблочить, поэтому довольно сложный трюк. То есть, казалось бы, нам наоборот нужно отойти от двери вот этим вот первым Максом, чтобы он нас пропустил. Но нет, это работает не так. Вот. Я вообще думаю, что это работает так, что мы встаем возле двери, второй Макс спавнится нам на голову, и он просто соскальзывает с первого, и поэтому вот остается пространство, чтобы мы смогли пройти. Итак, то есть встаем где-то напротив середины двери. Вот так, вот так. Дальше нас спавнит вот здесь. Мы делаем раз кувырок, два кувырок, три кувырок. И дальше есть два варианта. Смотрите, давайте я покажу триггеры. Первый вариант наиболее быстрый. Давайте я даже сделаю hard save. Мы прыгаем вот в этот маленький голубой триггер с зажатой кнопкой Quick Save. Грузимся и снова зажимаем Quick Save. Делаем два кувырка. И сейчас, когда нам вернут камеру позади Макса, мы сделаем прыжок, получается, фронтальный и вправо. Диагонально. Вот. Мы затронули еще один триггер, который спавнит поезд. Сейчас нам показывают вот этот ракурс камеры. Давайте я, наверное, триггеры оффну. Вот этот ракурс камеры нам показывают, и где-то пара секунд мы ничего не делаем. Когда ракурс камеры сменится и мы увидим Макса, мы зажимаем кнопку вперед. Вот мы увидели Макса, зажимаем кнопку вперед. И у нас мы упали на поезд, и начался следующий уровень. То есть вот я сейчас рассказал самый простой сетап на вот этот скип. Потому что если как-то отходить от этого сетапа, велика вероятность того, что вы либо упадете на поезд и он вас собьет, то есть это сразу как бы смерть и нужно рестартить сейф. Кстати, может даже поезд убить вас после загрузки следующего уровня, то есть у вас загрузится уровень 1.7 и сразу же после него вас вернет вот на этот уровень, потому что уровень начнется как бы с мертвым максом. Автоматически загрузка произойдет. Либо еще очень частый баг, то что вы просто падаете куда-то вот на эти пути, и все, и игра софтлокнулась. Так, и давайте я покажу второй, собственно, способ закончить уровень. Он полегче, мы просто не зажимая Quick Save, трогаем вот этот триггер и все. И после этого мы бежим вот сюда и ждем поезд. Этот способ медленнее где-то секунды на 4, ну может на 5, потому что нам приходится ждать вот этот поезд. Ну и потом мы просто соскальзываем на него и все. Да, еще один важный момент. Вот когда мы гличим вот эту катсцену, сейчас давайте, пропустит он меня, да, пропустил. Смотрите, здесь есть еще один триггер. Вот этот вот массивный синий триггер, темно-синий. В него нельзя входить, иначе это тоже софтлокнет нам игру. Что-то не софтлокает. Ну похуй, короче. Во, софтлокнул. Не знаю, кстати, почему.
где он конкретно этот триггер находится. Но, короче, его нельзя брать. Поэтому будьте осторожны, когда вы кувыркаетесь вот на выход. То есть вот нельзя слишком сильно вот сюда уходить. Ну все, давайте вот я еще раз покажу. 2 раза сейф гличем, 2 кувырка. Вот здесь прыгаем. Желательно не словить анимацию вскарабкивания. И падаем на поезд.